Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких туфелек. Это новая моделька. Я нахожу ее очень женственной, и она очень хорошо сидит на ножке. Ну и заодно держит очень хорошо, держится. Итак, друзья, если вы смотрите это видео, еще не подписавшись на канал, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. А их уже более 200. Что нам нужно? Смотрите, я взяла вот такую подошву. Здесь вот такая готовая стелечка, очень толстая, плотная. Отверстия на подошве уже готовые, пробиты на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. Если у вас не пробиты, пробейте сами. Пряжа Мелисса Катон вот такого шикарного зеленого цвета, 130 метров в 50 граммах, 50% катона, 50% акрила. Очень хорошо подходит для обуви. Обвязку подошвы буду проводить вот такой катоновой нитью, 240 грамм на 100 грамм. И здесь вот крючок буду использовать для подошвы 2,5 обвязки, а для изделия 3. Итак, начинаем. Беру крючок 2,5, начинаю обвязывать подошву вот такой катоновой нитью. Можете обвязывать шелковой, можете обвязывать той же нитью, которой вяжете изделие. Это в принципе по желанию. Вот здесь у меня есть отмеченный центр подошвы. Вот видите, если вы не знаете, как найти центр, 3/4 отверстие, с него начинаю. Если центр найти сложно, я запишу отдельное видео, напишите в комментариях, я запишу отдельное видео, расскажу, как легко и просто находить центр подошвы на заднике и впереди. Итак, обвязываем обычными столбиками без накидов. Первое отверстие 1 столбик, в остальные все по кругу по 3 столбика. Ну, я думаю, что это просто, вы справитесь. 3 столбика без накида по всей окружности подошвы в каждое отверстие. Провязываем вот 3, переходим к следующему отверстию. Следующее тоже 3 столбика, 1, 2, 3. Конец нити я ввязала, видите, чтобы он потом не болтался, не распустился. Я его просто ввязала сюда. Теперь следующее отверстие тоже провязываем 3 столбика. И так по всей окружности подошвы. Провязали 3 столбика. Дальше, я думаю, вы справитесь. Доходите до конца ряда. Вот сюда, здесь довязываете 2 недостающих столбика и соединительный столбик в конце ряда. Затем присоединяем зеленую нить и то же самое в каждую петлю провязываем ряд еще зеленым, ну, тем, которым мы вяжем изделия, столбики без накида. Последний провязали и соединительный столбик. Вот такой ряд вы тоже, я думаю, сделаете самостоятельно. Дальше воздушная петля подъема, и смотрите, 3 отверстия, вот 4 посередине закончилось. Так, теперь с этой стороны 3 отверстия, 4 отмечаем и будем вывязывать сейчас пяточку. Я поставлю сюда маркер на следующую петлю, за последней, которая мне нужна. Все, и буду вязать. У нас 2 ряда получилось, да, первый ряд обвязки, второй ряд установочный, вот этот основной нитью, и теперь я буду провязывать узором уже пятку. Вот видите, здесь у нас воздушная петля подъема, следующую опускаюсь во второй ряд от верха и провязываю столбик без накида. Теперь первый ряд вот сюда, первый ряд от верха, столбик без накида. Во второй ряд опускаюсь туда, где у меня ряд обвязки, во второй ряд столбик без накида. То есть через ряд вниз опускаюсь и провязываю столбики. Теперь в первый ряд
Вот так чередую их через один. Сначала провязываю со второго ряда столбик. Он будет длинным, с длинными стенками такие. Затем с первого ряда обычный столбик без накида. Это будем считать, что это короткий столбик. То есть длинный столбик, короткий столбик. Чередуем их и провязываем вот таким образом. Длинный, короткий до маркера сюда. Доходим до маркера. Вот у меня был длинный столбик, теперь короткий, снова длинный, и мы заканчиваем ряд. Это последняя петля. Я снимаю маркер и переставляю его на эту петлю. Все. Вот первый ряд пятки мы закончили. Теперь вот эту рабочую нить, которую я вяжу, я протягиваю в начало ряда. Вот сюда, вот так. Аккуратненько прокладываю. Следите, чтобы она не провисала и сильно не натягивалась. Отсчитываем 3 петли вперед. Смотрим, с какой петли мы начали. Вот поближе сделаю. Вот 3 петли вперед. Третью петлю привязываемся и начинаем вязать. Первый столбик у нас всегда обычный из петли первого ряда. Довязываем столбик. И дальше идет длинный столбик. Следующий у нас опускаемся вниз на ряд ниже. Провязываем столбик. Теперь короткий столбик из петли предыдущего ряда. Это у нас третий из добавленных будет. Следующий у нас был первый в предыдущем ряду, он был короткий. Теперь под ним опускаемся на ряд ниже и провязываем длинный столбик. Вот. Следующий у нас идет длинный столбик, над ним провязываем короткий. То есть теперь мы вяжем второй ряд длинными короткими столбиками, без накида, только в шахматном порядке. Я сейчас покажу вам ближе, как хорошо, в принципе, видно, когда вы провязали. Довольно хорошо видно, куда ставим крючок. Смотрите, вот длинный-длинный, между ними вот тут вот прямо оно просится, крючок прям сам туда просится, в это отверстие. Затем у нас длинный, вот, и мы провязываем над ним короткий, прямо над самим длинным столбиком. Теперь у нас снова короткий, опускаемся на ряд ниже, провязываем длинный столбик. Очень многие видео на канале есть у меня с такими узорами, посмотрите. Может быть, что-то непонятно, но я думаю, что это простой узор. Просто чередование этих столбиков без накида. Из первого и со второго ряда. Следующий ряд идет в шахматном порядке. И так далее. Последующий ряд в шахматном порядке по отношению ко второму. То есть все. Двигаемся вот так. Доходим до маркера. Сейчас я покажу, как мы снимаем маркер. Короткий над длинным. Дальше длинный над коротким со второго ряда. Снова в предыдущий ряд. На ряд ниже. Вот сюда. Так, провязываем. Теперь короткий столбик. Дальше у нас идет длинный столбик. Тут был короткий. И остается у нас последний. Это длинный столбик. Поэтому забираем сейчас петлю на крючок.
Вот теперь у нас 2 петли на крючок. Берем следующую за этой петлей, вот так, и провязываем вместе с ней столбик. Все. Вот, закончили ряд. Теперь добавляем 3 дополнительных столбика. Был короткий, теперь длинный. Раз. Короткий. 2. И еще длинный 3. Вот, добавили 3 столбика. Мы впереди отступали на 3 петли и здесь 3 добавили. Переставляем эту петлю на маркер. Протягиваем нить в начало ряда. Здесь в начале ряда снова отступаем вперед 3 петли. Раз, два, 3. И с 3 петли начинаем ряд. И будем продолжать делать одно и то же. Вот начали, привязались. Тут у нас получился короткий столбик. Значит, следующий по узору будет длинный. Опускаемся на ряд ниже. Мы всегда в начале вот этого ряда мы опускаемся в ряд обвязки. Вот сюда. Длинный, 2 петля и 3 короткий. Доходим до начала предыдущего ряда. Предыдущий ряд всегда начинается с короткой петли, значит над ней длинный. Опускаемся на ряд ниже, провязываем длинный столбик. Все, дальше продолжаем по рисунку. Над длинным короткий, в шахматном порядке, над коротким длинный. Ничего нового, все очень просто. Доходим теперь до конца ряда таким образом, до маркера. Точно так же снимаем маркер потом с петли. Вот видите, какое отверстие, как его хорошо видно, куда. Вот в предыдущий ряд мы вставляем крючок, а над длинным вот сюда наверх. Просто надо внимательно следить, чтобы не пропускать вот эти петли. Иногда бывает, что пропускают вот над длинным крючком и потом не могут выйти на узор, потому что он не получается. Внимательно смотрим. Вот хорошо видно, доходим до маркера. Здесь то же самое делаем, что мы делали в предыдущем ряду. Провязываем короткий столбик. Теперь длинный. И дальше снимаем петлю с маркера, на крючок переносим ее. Туго завязалась немножко. Вот лучше так снять просто. Снимаем, берем петлю за ней. И провязываем 3 петли вместе, чтобы красиво было ровненько. Добавляем 3 столбика. Длинный, короткий и длинный. Если вы заметили, у нас ряд всегда начинается с короткого столбика, потому что мы привязываемся, заканчивается длинным. Все, переносим маркер на крючок и продолжаем так вывязывать пятку. Ну, столько, сколько нам понадобится на высоту. Значит, вот сюда переносим конец нити, отсчитываем 3 петли, возвращаемся, снимаем с крючка 3 петли, возвращаемся, и так вот мы двигаемся туда-сюда, добавляя петли, ну, примерно сюда, может, чуть ближе, сейчас посмотрю сколько, потому что высота пятки, чем больше размер, тем выше пятка. Вот смотрите, вот я провязала столько. Раз, так, вот это у меня получается 12 отверстий
от центра 12 отверстий и в эту же сторону, и в высоту 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядов в высоту. Я считаю, что вот этого достаточно. Дальше отсюда начинаю вязать по кругу, просто столбиками без накида. Уже вот этот узор не беру. Просто столбики без накида. Этот узор будет плотнее, он немножко еще прижмет пятку к ноге. И впереди для подъема провязываю, наверное, 4 или 5 рядов. Я провяжу вот таким образом. Просто столбики без накида из петель предыдущего ряда. Никакого узора здесь вязать не буду по кругу. Никаких соединительных. По кругу вяжем и все. Мы знаем, где у нас начало ряда этого, где конец. Так что идем вот так и приходим вот сюда в начало ряда. Вот видите, когда я перехожу на узор, я продолжаю вязать просто столбики без накида. Узор я уже не вывязываю, просто вяжу столбики без накида. Если вы захотите сделать больше наклон пятки вперед, такое бывает, когда ножка совсем худенькая, то вы можете по центру провязать пару раз там по 2 петли вместе. Но я этого не делаю, потому что нормально. Вяжу я на 37 размер, ножка такая средней полноты. И в принципе будет достаточно. Вот я провязала по кругу 5 рядов всего. И вот заканчиваю. Там, где у меня заканчивается узор в первом ряду, у меня будет конец ряда. В конце ряда я провязываю пару соединительных столбиков и нить обрезаю. Все, вот это конец нити, который у нас остался. Я переношу на изнаночную сторону и его не трогаю. Когда буду вывязывать перед, я потом этот конец нити ввяжу. Его не видно будет, и он хорошо спрячется в вязании. Все. Вот так. Либо можно сразу спрятать его в глубину туда. Но я не буду даже этого делать. Теперь перед. Вот 5 рядов мы провязали от верхнего ряда. Пяточка получилась хорошо. Теперь провязываем перед. Центральная петля у меня вот. От центральной петли я вправо буду отсчитывать, наверное, 4 петли. 4, да, потому что не очень широкая ножка, и чтобы потом не было широко. 1, 2, 3, 4. Вот с 4 петли я начну, всего 9 петель начинаю. Если ножка широкая, высокий подъем, можете начать с 11 петель, то есть 5 петель отсчитать от центральной петли вправо, а можно даже 6, то есть это зависит от того, какая нога. Итак, начинаем. Провязываю первые 9 петель первого ряда, столбики без накида. Здесь очень простой узор. Будем вязать поворотными рядами, столбики без накида и лицевой и изнаночный ряд. Провязываем столбики без накида. Вот этот конец нити, который у нас был, мы его ввязали, его не видно, и мы его ни в коем случае не обрезали. Вот провязали 9 петель. Разворачиваем, нет, сначала еще соединительную петлю в конце ряда, одну провяжем. Вот так. И разворачиваемся наизнанку. Теперь изнаночный ряд, столбики без накида со второй петли от крючка. Вяжем столбики без накида. 1, 2,
3, 4. Надеюсь, вам не скучно, вы еще не уснули, правда? 5, 6. Модель простая, вы точно с ней справитесь. 7, 8. И теперь вот здесь мы следующую петлю привязываемся с лицевой стороны соединительным столбиком. Почему? Потому что у нас будет тогда красиво, не будет никаких отверстий, будет не грубо. Все, вот провязали 2 ряда первых. Теперь снова столбики без накида со второй петли от крючка. Всегда вяжем со второй петли от крючка и провязываем следующий ряд. 2, 3 вместе с соединительной, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь соединительная 1, соединительная 2. Все. Разворачиваемся наизнанку, вяжем ряд в обратном направлении. И продолжаем так вязать на высоту. Ну, сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 рядов я провязала. 7 лицевых, 7 изнаночных. И теперь добавляю третью соединительную для следующего ряда, чтобы было их не 2, а 3. Воздушная петля подъема, начинаем вязать узор. Пропускаю одну петлю, и вот здесь в угловую получается вторую петлю, столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушных петли. Первая была 1, теперь 2. Одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли. 1, 2. Одну петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. Вот мы уже провязали 1, 2, 3 столбика. Видите, вот от начала. Теперь здесь вот считаем, чтобы одинаково было у нас 2, 3, 4 получится столбика. И здесь надо 4 сделать. До центра идем. То есть мы провязываем еще один столбик. И дальше начнем вывязывать в центре ягодку. 1, 2. Одну петлю пропускаем. И провязываем столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. И вот сюда начнем вывязывать ягодку. 2 воздушных петли. Накид. Через одну петлю вытягиваем нить, накид, и еще раз в эту же петлю вытягиваем, накид, петлю вынимаем и накид, снова вытягиваем петлю. То есть 4 раза мы с накидом протянули петлю. Все петли провязываем вместе общей вершинкой, закрываем вершинку. Теперь вот видите, вот такая ягодка. 4 столбика, ягодка, и теперь еще 4 столбика надо провязать. 2 воздушные петли, одну пропустили, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, одну пропускаем петлю, столбик с одним накидом во вторую. Это второй столбик мы провязали. Теперь снова 2 воздушные петли. Одну пропускаем, третий столбик. 2 воздушные петли. Одну пропускаем. И вот так же в угловую получается 4 столбик. Все. Теперь 1 воздушная петля. И привязываемся, 2 петли пропускаем в третью соединительный столбик.
Вот таким образом провязали. Вот видите, первый ряд у нас получилось 4 столбика, потом вот такая ягодка и снова 4 столбика. Вот одинаково мы должны, и в центре поставим вот такой вот столбик пышный, как он называется. Ну, я называю, они как ягодки получаются в узоре. Теперь буду ставить маркер, но прежде чем ставить, мы здесь должны сделать зазор на подъем. То есть довязываю одна соединительная петля, вторая соединительная петля. И вот теперь ставлю маркер. Мы провязали соединительную петлю, когда прикрепились, и еще 2 дополнительных. Теперь будем вязать опять только лицевые ряды, иначе узор получается грубый, если мы будем делать обвязку, поэтому провяжем так. Нить сюда переносим, отсчитываем 2 петли и в третью ставим маркер, пропускаем 2, в третью маркер, привязываемся. Теперь делаем накид и вот сюда над первым столбиком, у нас тут прямо почти из угловой петли провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, делаем накид и над следующим столбиком, не забываем, нить у нас там протянутая, ее надо вязать, провязываем столбик с одним накидом, чтобы она не осталась у нас за бортом. 2 воздушные петли, над третьим столбиком столбик с одним накидом. И теперь 2 воздушные петли и над 4 столбиком не вяжем уже ничего, а вот сюда в арочку провязываем вот такой пышный столбик. Накид, протянули нить, еще накид, второй раз протянули, еще накид, третий раз протянули, и еще накид, четвертый. Все, 4 раза протянули, все петли провязываем вместе. Вот тут прямо воздушную петлю затянула. Закрываем пышный столбик. Теперь 2 воздушные петли, пышный столбик вот здесь с другой стороны, вот сюда под эту арочку. Накид, протяжка, накид, протяжка, накид, протяжка и 4 раз накид, протяжка. Все петли вместе, общая вершина. Закрываем столбик. Теперь 2 воздушные петли. Так как мы сделали ягодку, этот столбик пропускаем, над следующим провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, над столбиком столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли, столбик, над последним столбик с одним накидом. Вот слетела. 2 воздушные петли и столбик с одним накидом над последним столбиком. Провязали. Теперь 1 воздушная петля. Вот эту петлю забираем с маркера и провязываем вместе их. Можно провязать соединительным столбиком, можно просто вот таким образом обычным столбиком. Все, провязали вместе. Теперь делаем еще 2 соединительные петли для подъема. Вот видите, как получается вот так. У нас получается в первом ряду 1,
один пышный столбик, одна ягодка, да, во втором у нас 3 столбика, 2 пышных столбика, затем мы опять 3 отступим, провяжем 2 столбика, и вот здесь уже провяжем 3 столбика. В каждом ряду у нас будет увеличиваться количество пышных столбиков. Провязываем 2 соединительных, ставим петлю на маркер, нить протягиваем в начало ряда, начало ряда, и здесь точно так вперед отступаем 1, 2, пропускаем в третью петлю, ставим крючок, провязываем. И вот здесь добавляем столбик. Видите, в угловую петлю провязываю столбик, иначе потом будет очень узкий подъем. 2 воздушные петли. И теперь тот столбик, который у нас был первым, провязываем в него, он теперь у нас второй. Вот сюда столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Теперь над столбиком опять столбик с одним накидом. Поближе покажу. Вот здесь над столбиком столбик с одним накидом. И теперь мы дошли до последнего столбика перед пышными. Мы его не провязываем, вот это пропускаем, а сразу начинаем пышные столбики вязать. Накид и вот сюда подарочку. Протяжка, накид, протяжка, накид, протяжка, 4-й раз накид, протяжка. Все, провязываем вместе общую вершинку, закрываем столбик, 2 воздушные петли. Теперь между этими столбиками накид, протяжка, 1, 2, 3, 4, общая вершина, закрыли столбик, 2 воздушные петли и еще один столбик вот сюда. 1, 2, 3, 4. Общая вершина. Закрываем вершинку. Столбик, видите, был 1, теперь 2, в следующем ряду 3. И так будем вязать дальше, пока у нас не получится впереди 6 столбиков. 2 воздушные петли. Дальше идем уже вот этот столбик пропустили, который вот этот, а вот сюда вяжем столбик с одним накидом. Первый. Дальше 2 воздушные петли. Второй столбик. Две воздушные петли. И третий столбик вот сюда в угловую петелечку. Третий столбик. Теперь столбик мы провязали, воздушная петля 1. И вот здесь снимем петлю, я покажу, как можно провязать просто соединительным столбиком. Вот так. Но как бы не будет расширять подъем сильно. Особенно актуально для худенькой ножки, чтобы не было лишних петель. Поэтому вот так я ее сейчас соединяю. Соединительный столбик делаю. Все, и провязываю еще соединительные столбики по боковой части для подъема. Не всю нить зацепила, тянет. Угу.
Сейчас еще раз. Где-то не так взяла крючком, и оно не провязалось. Вот, теперь все. И теперь соединительные столбики для подъема провязываем. Раз, два. Ставим на маркер петлю и начинаем вязать следующий ряд. Вот таким же образом. Я думаю, что все понятно. Вы уже справитесь тут самостоятельно. Дальше что мы делаем? Вяжем, смотрите, столбики. Начинаем вот здесь столбик, столбик. Вот этот не провязываем, сюда начинаем пышные вязать. Заканчиваем вот здесь, их будет уже 4, потом 5 и потом 6. И вот это провязываем еще несколько рядов, пока не получилось 6. Вот. Видите, как получается у нас 1, здесь 2, здесь 3, 4, 5, 6. Вот. Все, я считаю, что этого достаточно. В принципе, смотрите, можно регулировать высоту, можно провязать короче перед, вот это, что мы вязали, больше ягодок поставить, можно наоборот, меньше ягодок перед длиннее, то есть как хотите. Теперь вяжем, провязали соединительные столбики, вяжем со второй петли от крючка изнаночный ряд столбиками без накида. Я думаю, что вы видите, что я делаю. Тут у нас столбик без накида. Над каждым столбиком вяжу столбик без накида и просто подарочку, где у нас воздушные петли, подарочку провязываю 2 столбика. Над столбиком столбик без накида, подарочку 2 столбика. Вот так, над столбиком 2 подарочку. Все, довязываем до конца ряда. Делаем как бы обвязку этого вот последнего ряда. Довязали. И теперь, вот смотрите, мы не делаем соединительных столбиков. Я вяжу воздушную петлю. Дальше одну петлю пропускаю, в следующую столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропустили, следующую столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропускаю, столбик с одним накидом. Вот так я провязываю до конца ряда. Это будет очень симпатично смотреться. Вот так. Сюда приходим. Вот провязали весь ряд. Теперь последний столбик с одним накидом. Воздушная петля. И присоединяемся. Вот здесь угловую петлю пропускаем. Присоединяемся вот сюда соединительным столбиком через угловую петлю. Дальше еще один соединительный столбик. Разворачиваемся. И вяжем следующий ряд. Видите, вот так у нас получается очень даже симпатично. Теперь следующий ряд. Под воздушную петлю столбик с одним накидом. И еще один столбик. Под следующую воздушную петлю столбик с одним накидом. Раз, два. То есть теперь я над столбиками не вяжу, а вяжу просто под воздушную петлю по 2 столбика без накида. По-моему, оговорилась, да, столбик с одним без накида, 2 столбика без накида под каждую воздушную петлю. Вот так провязали ряд. И теперь провяжу еще пару рядов по кругу, чтобы завершить. Доходим до угла. И вот здесь у меня получаются последние столбики. Вот. Здесь у меня угловая петля, под эту я арочку провяжу 1 столбик с одним накидом. Дальше петля, пропускаю, то есть петлю, и иду уже по передней части
То есть везде провязывала по 2 столбика, в угловой здесь провязала одну, чтобы пропустить одну петлю, так как тут арочки, и чтобы было не затягивалось ничего и не болталось. Все, теперь в каждую петелечку провязываю столбик без накида, двигаюсь до следующей стороны. Вот здесь дохожу, вот здесь угловую петлю надо пропустить, то есть провязываю вот эту петлю последнюю, угловую пропускаю и сразу начинаю вот эту вязать. Вот таким образом провяжу еще 2 ряда. Вот, заканчиваю уже здесь вязание. Угловую петлю пропускаю, на переднюю часть перехожу сразу после угловой петли и дохожу до этой, снова пропускаю угловую петлю и провязываю ряд. Ну, показываю, чтобы еще понятнее было. Вот дошла до угла, пропустила угловую петлю, через петлю вот так делаю 2 соединительных столбика. Все, здесь я закончу ряд. И вот таким образом мы закончили. Все, высота нормальная. Здесь вот я 2 петли вместе провязала в предпоследнем ряду, чтобы еще немножко пяточка легла. Вы можете этого не делать, это зависит от полноты ножки. Можно вставить резиночку в верхний ряд, если вы хотите. Оставить вот эти туфельки таким образом, чтобы больше ничего не делать. Вот эту конец нити можно спрятать вниз вот сюда по вязанию. И в принципе изделие готово. Вот смотрите. Туфельки можно носить вот в таком виде. Можно укрепить верх резиночкой. Я же хочу его сделать более такое симпатичное. Вот сюда сделаю сейчас такой ремешок. Вот прикреплю, будет очень и красиво, и очень хорошо будет держаться на ножке. Ну, давайте свяжем еще ремешок. Тут вообще все очень просто. Набираем цепочку, думаю, петли 20-25. Сейчас посчитаю, померяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Я думаю, что этого будет достаточно сейчас. Примеряю. Вот 23 петли вполне достаточно для того, чтобы сделать такой ремешок. Что делаем дальше? Провязываем столбики без накида. Первый ряд от начала до конца. Просто в каждую петелечку воздушную столбик без накида. Хочу за 2 ниточки взять. Вот таким образом столбик без накида в каждую петлю. Довязываем так до конца ряда. Следующий ряд будет изнаночный. Делаем 2 воздушные петли. И вот начинаем вязать еще одну воздушную петлю для переборки, как бы для арочки. Столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Пропускаем петлю и столбик с одним накидом. Первую мы провязали 2 воздушные петли, как для столбика, 1 воздушная дополнительная. Дальше пропускаем 1 петлю и провязываем столбик с одним накидом. И так вяжем до конца ряда. Воздушная петля, 1 петлю пропустили, столбик с одним накидом. Воздушная петля, 1 петлю пропустили, столбик с одним накидом. Воздушная петля, петлю пропустили, столбик с одним накидом.
Вот так мы с вами и вяжем столбики без накида, столбики с накидом. Все очень просто, никаких сложностей. Правда же? Напишите обязательно в комментарии, все ли вам понятно, нравится ли вам эта моделька. Я буду рада увидеть ваши отзывы. Довязываем до конца ряда. Вот эти такой, видите, узорчик получается, будет очень симпатичный ремешок. И он с одной стороны тянуться не будет сильно, потому что мы его обвязываем с обоих сторон. Вот. Все, заканчиваем ряд. Столбик с одним накидом, воздушная петля, последний столбик с одним накидом вот сюда, в самую крайнюю петельку. Вот дальше петля для подъема воздушная. И провязываем ряд столбики без накида, так же как мы начинали. Под арочку столбик с одним накидом, над столбиком столбик с одним накидом, под арочку, над столбиком. Вот таким образом, чтобы ровненький был край, под арочку, над столбиком. Все, довязываем до конца ряда. Здесь у нас вот этот крайний столбик обвяжем 3 столбиками без накида. Доходим до первой петли, вот здесь, где мы закончили. И в первую петелечку соединительный столбик. Все. Вот видите, такой ремешок у нас получился. Можно этот ремешок связать прямо от туфельки. Прямо взять, начать от туфельки вязать, но я не хочу. Я отдельно его связала. Вот, потому что, в принципе, это удобно. Его можно будет снять и носить просто туфельку без ремешка. Можно с ремешком. Все. Вот сюда прячем концы нитей вязания. И затем прикрепляем его к туфельке. Вот, смотрите. Здесь я его просто пришью вот такой же нитью. А с этой стороны пришью пуговку, и он будет одеваться. Вот отверстия уже готовые. Все, будет просто на пуговку застегиваться. Вот, видите, результат какой получился. Вот здесь застегивается на пуговицу. Вот, отлично все. А с этой стороны она пришита. Можно ее снять и просто носить туфельку, а можно вот так носить. То есть это 2 в 1 у нас получается. Вот такая моделька. Ну все, друзья, я думаю, если вам это видео понравилось, вы обязательно не забудете поставить лайк. Не забудьте также подписаться на канал, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, которые будут выходить на канале. Смотрите на канале другие модели, есть босоножки, сапожки, туфельки, ботинки, в общем, все, что хотите. Женские, мужские, всякие, любые. Не забудьте написать пару слов в комментарии, это помогает продвигать мне мой канал. Желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!